От пациентки после маммографии направили на МРТ. Маммография была в апреле 2023, МРТ в мае 2023. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 40 лет, дата исследования 9 мая 2023 года. Область исследования молочные железы симметричные. Кожа и подкожная жировая клетчатка желез не утолщены. Соски не втянуты, признаков лимфангита не выявлено. Тело молочных желез представлено преимущественно железистой тканью. Структура железистой ткани обеих молочных желез неоднородная за счет фиброзно-тяжестых участков и уплотненных долек. В структуре обоих молочных желез визуализируются многочисленные простые кисты диаметром до 7-8 мм, единичные до 13 мм. При динамическом контрастном усилении после внутривенного болюсного введения парамагнитного контрастного вещества с последующим использованием методики цифровой субтракции из права в НК определяется неправильной округлой формой четко очерченная зона размерами 6 на 6 на 5 мм, умеренно неоднородной структуры. Интенсивная накапливающая контрастирующий препарат и длительно удерживающий его. Тип графической зависимости. Слева на границе верхних квадрантов, аналогичное образование размером 6 на 7 на 7 мм. Заключение МР. Картина васкуляризированных новообразований правой и левой молочной железы, более вероятно фиброаденомы. БАЙ-РАЦ-3 на фоне фиброзно-кистозной мастопатии. Рекомендована консультация маммолога, МР-контроль. 27 июля 2023 года к М.Н. доцент Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в правой и левой молочной железах визуализируются единичные мелкие образования, которые накапливают и длительно удерживают контраст. Более вероятно, это фиброаденомы. Особой угрозы они не представляют, через год нужно исследование повторить. Также есть множественные кисты обеих молочных желез. Они какой-то угрозы не представляют. С результатами вам нужно посетить маммолога. Вопрос пациентки: третий тип графической зависимости может соответствовать доброкачественному образованию – фиброаденома. Ответ к М.Н. Котова М. Да.